Да, вроде как есть. Ну что, вроде как все настроено. Все, у нас прямой эфир. Значит, те, кто смотрят, всем привет. Можно сказать, доброе утро или добрый день. Вот, сегодня в прямом эфире хочу показать вам, как загружать, в принципе, любой товар на eBay для продажи. То есть, как идет у нас именно сам процесс продажи. Так что держитесь, будем работать. Начнем. Думаю, так как сейчас лето, будет самое актуально продавать что-то вроде летних платьичек. Ну, как мы, значит, к этому делу приступаем? Ну, во-первых, открою сейчас окошко для загрузки лота. А во-вторых, как, в принципе, я вам рассказывал, в описании товара, то есть можно смотреть на других наших конкурентов, которые продают. Поэтому в первую очередь, что я делаю, это забиваю в eBay летний платьички. Смотрю, что у нас имеется. Ну, несколько вариантов открою. Описание. Ну, здесь, в принципе, хорошее. В случае с платьичками надо смотреть также на размер, потому что есть слишком много разных вариаций этому товару. Значит, то, что мы с него можем также скопировать, мы можем скопировать с него категорию, в которой он продает. Ну, в случае с летними платьишками это достаточно легко, то есть мы должны продавать в категории одежда, женская одежда и платье. Значит, для начала мы вот смотрим или здесь категорию одежда. Женская одежда. И вот платье. И вот у нас уже есть шаблон такой, подходящий для продажи именно платья. Так, что-то мне тут YouTube подсказывает, что неполадки какие-то в системе. Надеюсь, все работает и меня видно. Окей, значит, шаблоны у нас для платья есть. Как они называют эти платья? Тоже можно скопировать. Они прям пишут все. И без рукав, и короткое. То есть они здесь вот все пишут. Это не должно быть название какое-то аттрактивное, как в магазине. Вы не должны давать название этому платью. А вы здесь ищете, значит, в самом заголовке вписываете что-то, что люди будут искать. То есть это обязательно должно быть, допустим, летнее женское платье. Здесь это винтаж. Здесь это без рукавов. Ну, думаю, как-то так, может быть, даже пойдет. Может быть, богу убрать. Здесь я пишу также про рисунок. Оставим. Вот как-то так. Летнее женское платье для пляжа. Кодов у нас нет. UPC кода у нас нет. Condition у нас будет новые. Есть новые
значит, с такс и без такс, типа ценник, как бы, или даже не знаю. Ну, в общем, выбираем, что у нас все есть. Дальше загружаем фото, заранее, которые приготовлены уже. Вот. Это фото вообще не подойдет. Я просто скачала какие-то фотки с интернета. В общем, мы их выберем для нашего товара. Бренд. Тут можно выбрать разные фирмы, но у нас, допустим, нету никакой фирмы. Мы можем выбрать собственную фирму или просто оставить это как есть. Размер обычный. И вот здесь мы выбираем размер, который у нас есть этому платью. Стиль. Стиль у нас, даже не знаю, можно коктейл дресс выбрать. Дизайн, материал. Вот есть разные материалы. Так. Длина. Длина у нас короткая. Цвет. Для чего? Для чего это платье? Обычное платье. В общем, тут можно дофига всего выбрать. Если люди ищут, в принципе, вот по этим фильтрам, то это что-то, что поможет нашему платью присутствовать в результатах их поисков. Но на самом деле нет такой большой необходимости в этом случае все это заполнять. Обычно достаточно просто для платья выложить какие-то красивые картинки, хорошую цену иметь. И, в принципе, вот это все, что надо для того, чтобы его продать. В этом случае даже могу скопировать описание. Вот, как-то так. Дальше. Следующее у нас идет, это формат продажи. Мы можем или поставить цену для продажи определенную, или продавать его с аукциона. Это что-то, что вы решаете, как вам удобно. В случае с платьем, я думаю, нет смысла продавать его как на аукцион. Лучше его продавать с какой-то определенной одной ценой. Если же все-таки аукцион вы решаете, то тогда вы выбираете, на какое количество дней вы хотите разыгрывать его. Когда вы хотите начать, вот здесь можно выбрать дату. Ну и вот ограничивайте себя количеством дней. Если же обычная цена, то тоже можете начать, допустим, поставить ваш лот не сразу же, можно вот сразу, а можно, ну, вот выбрать число, можно даже в августе его выбрать, что, в принципе, не имеет никакого смысла. То есть, если уже вы тратите свое время, чтобы это все загружать, то лучше сразу уже загружать товар. Цена, указываете цену, которую вы хотите. Есть еще такая опция, называется Best Offer, то есть это предложение от вашего покупателя, что если вы сейчас загоните, допустим, $50 за платье, что на eBay, как вы видите, это может быть достаточно большая цена, потому что вот это платьишко продается за 5. Но у вас, скажем, допустим, что это как бы какое-то там офигенное такое платье. Поэтому вы хотите за 50, но чтобы не пропустить каких-то покупателей, вы можете воспользоваться этой опцией. Best Offer – это, в принципе, ваш покупатель может вам предложить любую цену за него, которую он считает нужным, а вы, в свою очередь, можете согласиться или не согласиться. То есть это что среднее между именно аукционом
и обычные продажи. Вы не обязаны принимать предложение вашего покупателя, но вот таким вот образом вы как бы можете сказать, что вы можете идти на уступки. То есть у вас есть вот даже здесь автоматическая настройка. То есть если вы, допустим, да, готовы продать это платье за $40, то вы можете это указать здесь. Вот. Значит, количество платьев. Так. Это можно выбрать. Это если вы хотите, чтобы ваш покупатель оставался анонимным на eBay. К примеру, можно ему разрешить. Значит, это вы можете пожертвовать какой-то процент от ваших продаж. Это вот у нас налоги. Никто никогда, в принципе, на eBay налоги не ставит, кроме как, может быть, на какие-то электротовары. Но в нашем случае нет никакого смысла. Так, теперь важная часть. Это отсылка. Shipping details. Значит, у нас уже выбраны какие-то... У нас есть payment и shipping policy. То есть это правила нашего платежа и правила нашей пересылки. Значит, по поводу платежа. Если у вас есть больше, чем один PayPal счет, вы работаете с кем-то, это не ваш лот, и деньги идут не вам, то вы здесь просто выбираете, какой вы хотите. У меня уже здесь все выбрано. Если вы еще не выбрали, то у вас есть вот опция здесь создать новые, значит, правила для платежа. Вот, create. Вы также можете подправить то правило, которое вы уже выбрали, или просмотреть, на какой счет PayPal вы все же посылаете, если вы не помните, что это значит, вот на кнопку View. То же самое, в принципе, идет и с отсылкой. То есть вот у меня несколько вариантов. Так как я продавала несколько разных товаров на eBay, то у меня также к ним несколько вариантов. У меня есть бесплатная посылка. Вот она, по всему миру причем. То есть я как бы знаю, что это разрешает мне, эта опция, включает в себя отсылку по всему миру. Дальше у меня есть какая-то стандартная посылка, $15, $30 для каких-то тяжелых товаров, 6 вместе, вот у меня здесь есть local pickup, то есть я позволяю также своим покупателям, если они хотят, забрать у меня эту посылку, в общем, физически прийти, забрать посылку бесплатно. Вот такая вот у меня здесь опция есть. Думаю, выберем для этого бесплатно. И также у меня есть правила возврата. У меня есть два правила, которые я себе создала. Первое – это в течение 14 дней. То есть это обычный товар. И второе правило – это нет возврата. В принципе, это не важно, каким правилом я здесь пользуюсь. Обычно, если мой покупатель недоволен, и у меня здесь написано, что возврата нет, если он открывает на меня дело в eBay, то это не значит, что ему не вернут деньги. Но, конечно же, там в случае с какими-нибудь вещами, как нижнее белье, деньги ему никто не возвращает. Вот, я здесь вот выбираю 14 дней. Это, в принципе, вот такие вот три главные вещи, которые вы должны учесть также вот, когда вы загружаете какой-то товар на продажу. Если вы хотите, вы можете указать здесь величину посылки, сколько она весит. Но это не столь важно. Дальше есть здесь показать ваш лот на международном сайте. И можно вот выбрать еще eBay UK, то есть в Великобритании eBay. Здесь есть какая-то новая фишка, что вы можете продвигать ваш лот, чтобы он показывался намного быстрее, сбрасывать на него цену. Мы это ничего не хотим. Мы, в принципе, готовы.
нам пишет, что мы должны заплатить 50 центов за то, чтобы этот товар, значит, загрузить на eBay на продажу. Сейчас смотрим, почему. Вам, наверное, не видно эта часть. Сейчас, вот как-то так. Будет вам видно лучше. Значит, 50 центов загружаем. В принципе, мы пользовались бесплатными опциями здесь. Мы ничего за дополнительную плату не предпринимали. Можем убрать эту опцию. Нет, до сих пор дает нам 50 центов. Типа, чтобы мне загрузить этот товар, мне надо заплатить 50 центов за него. Очень странно. Не могу понять, откуда он это насчитал. Сейчас посмотрим. Чтобы показывать меня, значит... Угу. Где это он меня так показывает дополнительно? Ну, мы убираем. Сейчас ищем, почему надо уплатить. Вот, потому что мы поставили его на другой eBay, чтобы он нам позволял видеть на международный сайт, и поэтому он дал еще дополнительные, значит, налоги нам уплатить. Ну все, значит, сейчас уже у нас как бы заполнено. Вот, пожалуйста, мы ничего не должны платить, и мы можем просмотреть наш лот перед показом, в принципе. Так, вам не видно. В общем, если все-таки хочет, чтобы мы загрузили фирму. Ну, загружаем фирму. Нам здесь, в принципе, все равно. Вот так вот можно просмотреть наш лот. Вот он, пожалуйста, так он выглядит. Значит, насчет доставки, вот наши детали. Мы видим, что мы отправляем, значит, в международное плавание. Вот, пожалуйста, мы отправляем по всему миру. У нас нет каких-то ограничений. Вот так вот выглядит наш лот. Загруженный уже. Значит, чтобы просмотреть, как у нас что продается, мы заходим на наш аккаунт на eBay, мы заходим в Summary. Вот, зашли. Здесь вот у нас наши продажи. Вот, здесь мы можем видеть, слева на панели выбираем продажи. Вот то, что мы выбираем. Мы не хотим его, и мы хотим его убрать, то мы можем вот выбрать опцию закончить продажу этого лота, или мы можем здесь его продвинуть, то есть eBay нам дает какие-то опции, чтобы мы его быстрее продали. Это вот включает в себя даже понижение цены. Или если у нас есть похожая платьишко, то чтобы вот это все не заполнять, мы можем нажать на продать похожее платьишко, и эта же форма нам обратно выйдет, этот шаблон, мы
изменим там размер, картинку, название и будем продавать, в принципе, товар с похожими характеристиками. Ну, я заканчиваю его, так как это было все-таки для теста, для показания вам. Выбираю здесь причину, почему я заканчиваю. Ну, в принципе, это не важно. Мы можем выбрать любую причину. Главное, чтобы оно не стояло на продаже. И вот так вот мы и работаем, в принципе. Что у вас на сегодня нет каких-то вопросов. Да, нету каких-то интересных вопросов на сегодня. Это, в принципе, все, что я хотела вам показать. Вот. Больше не было какой-то подготовки по поводу eBay, только вот насчет продажи. Пишите мне, что вы хотите еще посмотреть в прямом эфире, чтобы вам было легче разобраться с какой-то темой, какие вопросы у вас есть по поводу eBay. И думаю, что можно недели через 2 сделать еще раз прямой эфир. Тоже, думаю, в субботу, примерно в такое же время. Можно сделать это постоянной рубрикой на этом канале. Если будете смотреть, если вам это будет интересно, я с удовольствием буду делать прямые эфиры. Так что пишите мне, оставляйте ваши комментарии с вопросами, и мы увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.